Спившиеся агенты, немецкие поклонники джихада, придуманная фабрика по переработке трупов и прочие безумные шпионские истории. В середине июля показали первый трейлер фильма «Кингсмен. Начало», посвященный созданию вымышленной секретной спецслужбы «Кингсмен» во время Первой мировой войны. И в нем показан довольно обычный для художественных произведений шпионский быт. К примеру, агенты на своих заданиях часто перестреливаются и дерутся с вражескими шпионами в особняках и дворцах. Да, в реальной жизни в Первую мировую были разведчики, которые попадали в самые разные авантюрные приключения. Лоуренс Аравийский тому хороший пример. Именно благодаря таким людям началась романтизация образа шпиона в массовой культуре. Однако же большая часть агентов вела совершенно иной образ жизни. Многие из них никогда не носили с собой оружие. Еще большее число разведчиков было самими простыми военными. Их работа зачастую вообще представляла из себя полнейшую рутину, но при этом решала судьбы целых фронтов. Рассказываем про то, как велась война разведок в начале XX века. Накануне Первой мировой. Разведки великих держав активно шпионили друг за другом и начинали готовиться к Большой Европейской войне еще за десятилетия до начала Первой мировой. Силами Вильгельма Штибера немецкая разведка во вторую половину XIX века превратилась в самую продвинутую шпионскую организацию на всем земном шаре. Именно он основал Гехайме Фельдполицей, тайную полевую полицию, созданную для охраны правительства и военных секретов страны, фактически первую контрразведывательную организацию. Вражеские шпионы нещадно истреблялись. На войне велась практика показательных казней тех мирных граждан вражеской страны, что даже просто подолгу смотрели на немецкие военные поезда. Штибер ввел цензуру в германской армии, проверяя всю личную переписку в войсках. Точные данные отныне сообщались только командованию, а заниженные цифры потерь и прочим образом откорректированная информация широкой публике. Благодаря нему появилась концепция массовости шпионажа, когда в стране предполагаемого противника задействованы не только несколько шпионов на ключевых должностях, а несколько тысяч агентов. Особенно много их было среди проституток, гувернанток, прачек, буфетчиц и служанок в богатых семьях. Штибер признавался, что женщины-шпионки были вне всякой конкуренции по своей эффективности. Кроме того, вообще все немецкие фирмы были обязаны шпионить на благо Германии. А агентом немецкой разведки мог стать кто угодно, от деревенского старосты до личного секретаря министра. По словам Штибера, во время франко-прусской войны во Франции одновременно действовало до 40 тысяч шпионов. Фронтовая разведка, хоть классический агентурный шпионаж, продолжался и после начала Первой мировой войны. Большая часть разведчиков действовала непосредственно на линии фронта. Карта европейских фронтов в начале Первой мировой. Раньше для войсковой разведки преимущественно использовалась кавалерия, но в условиях Первой мировой она не могла долго протянуть на поле боя. Буквально пары выстрелов из пушек, нескольких авиационных бомб или одной автоматной очереди хватало, чтобы за пару секунд положить целый эскадрон. Кроме того, кони не могли быстро передвигаться по местности, перелопаченной взрывами, изрытой траншеями и сплошь покрытой колючей проволокой. В Европе только русские после начала войны порой продолжали регулярно использовать конницу для разведки в силу поистине гигантских расстояний. Общая протяженность Восточного фронта временами доходила до 1000 километров. Русские уланы в начале Первой мировой. Армии воюющих стран не были готовы к такому повороту событий, поэтому в спешке начали массово готовить разведчиков среди пехотинцев. Хоть были и отдельные разведывательные подразделения, офицеры старались в каждой роте выделить хотя бы по несколько разведчиков. Чаще всего для этого выбирали тех, кто раньше постоянно работал на открытом воздухе, а еще лучше в лесах. Охотников, геологов-разведчиков, лесорубов и прочих. И именно такие люди чаще всего обладали многими необходимыми для разведчика качествами: наблюдательностью, терпеливостью, навыком бесшумного передвижения, умением ориентироваться на местности. Во время войсковой разведки воюющие стороны брали пленников для допросов, обыскивали мертвых на наличие ценных сведений. Порой разведчики умудрялись заходить в тыл к противнику, где удавалось проводить диверсии. Когда не оставалось других вариантов, проходила разведка боем, навязывалась перестрелка, в ходе которой узнавалось число и расположение противников. Но чаще всего агенты просто наблюдали. Разведчики находили достаточно скрытую позицию, с которой хорошо просматривалось вражеское расположение. Часто на такие операции брали еще и инженеров с офицерами.
Особенно в такой разведке нуждалась артиллерия. Без нее было невозможно нацелить орудие на определенное место. На русском фронте не могли так часто вести огонь по площади, как на Западе, отчего тихой разведкой приходилось заниматься постоянно. Когда наступало затишье, местность патрулировали дозоры из нескольких человек, которые следили за возможными перемещениями противника и выслеживали вражеских разведчиков. Наблюдательный пункт у реки. Особо храбрые разведчики умудрялись подходить вплотную к врагу. Они по ночам в одиночку приползали к вражеским траншеям, обмазанные с ног до головы жжёной пробкой, по-тихому вырезали дозорных ножами или вырубали их дубинками. Затем они закидывали гранатами блиндажи и землянки, чтобы под устроенную суматоху вернуться к своим, запомнив в деталях неприятельские позиции. Особо часто таким занимались во французской и итальянской армиях. Итальянцы даже выделили из таких солдат особый тип штурмовых подразделений под названием «Ардити», хотя раньше они специализировались скорее на перерезании колючей проволоки пред наступлением. Но все же большинство разведчиков опасалось так близко приближаться к противникам и предпочитало расстреливать их с как можно более дальнего расстояния. Так в войсках начали массово появляться снайперы. В германской армии таких солдат начали специально готовить еще незадолго до начала войны, так что уже к 1915 году любой французский и британский боец, выбравшийся из траншеи или окопа, мог в любой момент получить пулю. Глядя на такие успехи немцев, британцы начали готовить своих снайперов. Особых успехов добивались канадские, южноафриканские и австралийские охотники. Радиоразведка. Но все же чуть ли не главным средством шпионажа за противником в Первую мировую было радио. И хотя оно не было в новинку ни для одной из воюющих сторон, а радиоточками были снабжены чуть ли не все маломальски крупные воинские части, никто в начале войны не понимал, как нужно его использовать в конфликте таких масштабов. Особенно губительно это было для Восточного фронта. В самом начале Первой мировой русские войска под командованием Ренненкампфа провели успешное наступление в Восточной Пруссии, на голову разбив немцев при Гумбинене. Армия Самсонова должна была развить его успехи и окружить группировку немецких войск, что могло открыть русским дорогу прямиком на Берлин. Однако возникла проблема с коммуникацией. В армии Ренненкампфа использовали новый шифр для ведения радиопереговоров, а старый повсюду уничтожили. Но в армии Самсонова все было наоборот, новый шифр даже не успели получить. Похожая ситуация царила даже между соседними корпусами. Проблему попытались устранить через переговоры по проложенным телефонным кабелям, но их было слишком мало. Офицеры начали обсуждать стратегические планы друг с другом через телефоны гражданских, а их, естественно, было легко прослушивать. Радисты начали переговариваться в открытую безо всяких шифров, так что немцы могли легко перехватывать русские радиограммы и даже не утруждать себя их расшифровкой. Так германские генералы узнали обо всех передвижениях русских войск, благодаря чему сумели окружить и уничтожить армию Самсонова, а затем отбросить наступление Ренненкампфа. Немецкий радист. После провала наступления в Восточной Пруссии русское командование 1 сентября 1914 года издало указ, обязавший всех радистов пользоваться исключительно зашифрованными сообщениями. И уже 6 сентября приказ исполнялся по всей линии фронта. Однако и это не помогло русской армии. Благодаря тому, что Рёдель был поклонником технических новинок, в австрийской разведке мастерски научились радиоперехватам. Австрийский капитан по фамилии Покорный за 4 дня полностью расшифровал код русских, сравнивая его с более ранними, незашифрованными сообщениями. К тому же он пользовался тем, что русские радисты часто помогали расшифровывать свои данные, если их просили сослуживцы. Порой сами австрийцы, притворяясь русскими, запрашивали такие расшифровки. В октябре русские узнали о том, что их шифр рассекретили, но сменили его только в декабре. Впрочем, Покорный вместе с другими офицерами Эвиденсбюро сумел разгадать и новый вариант. Во многом именно благодаря этому австрийская армия в Галиции сумела избежать полного разгрома. Французские телеграфисты в первый же месяц войны, русские моряки, подбили немецкий легкий крейсер «Магдебург». Экипаж корабля в спешке поджег все важные документы, но пожар потушила хлынувшая в каюты вода. Так что русским водолазам удалось достать оттуда германский морской шифр, копии которого тут же были отосланы союзникам. В июне 1915 года англичане потопили немецкую подводную лодку у берегов графства Кент.
Водолаз Эдвард Миллер сумел в нее проникнуть и вызволить оттуда планы германских минных полей и код, которые использовали для связи с имперским большим флотом открытого моря. В том же году англичанам удалось связаться с Александром Цеком, работавшим на центральной радиостанции гражданского управления в оккупированной немцами Бельгии. Он в изолированном, строго охраняемом помещении расшифровывал секретные немецкие телеграммы, которые посылали генерал-губернатору Бельгии. Расшифрованные коды он переслал в Англию, после чего его, возможно, убили сами британцы, чтобы он их не рассекретил. Все эти коды, в свою очередь, отправили в комнату «Сорок», подразделение британского адмиралтейства, занимающееся созданием и декодированием шифров. В многом с помощью добытых кодов в комнате «Сорок» удалось расшифровать свыше 15 тысяч вражеских сообщений. Это, например, помогло устраивать успешные облавы на подводные лодки и организовать разгром немецкой флотилии в Ютландском сражении.